Форма готова, и сейчас несколько нюансов относительно ее изготовления. Перед тем, как установить форму, всегда подкладывайте под нее полиэтиленовую пленку с запасом по краям. Если форма даст течь, а так иногда бывает, то можно спасти полы, завернув края пленки и направив поток смолы прямо в ведра. Или же спасти весь проект, как это было с нашим 200-килограммовым комодом, про который все думали, что мы делаем ванну. Там в двух местах лопнула форма, и смола хлынула просто рекой. Но благодаря пленке и моей бдительности мне удалось спасти смолу таким способом. Быстро устранив трещины, я залил эту же смолу прямо в форму, не собирая ее лопатой с пола, со всякими стружками, волосем и прочим мусором. Всегда надежно герметизируйте стыки и не покидайте мастерскую в течение нескольких часов после заливки, чтобы убедиться, что у вас все в норме. Для изготовления подобной формы лучше всего использовать полиэтиленовый пластик под маркировкой PET. Его всегда можно отделить от застывшей смолы, даже без использования различных разделителей, таких как воск или силикон. Дно формы, или можно так сказать днище, я обклеил скотчем, что также даст гарантию, что заготовку можно будет извлечь без лишних усилий. Теперь осталось дождаться эпоксидную смолу, а пока я отправлюсь за материалом, который я буду непосредственно закладывать в эту форму и заливать. Да, чуть не забыл, если вы по какой-то причине не видели процесс изготовления 200-килограммового комода, то ссылку на это видео я оставлю в описании. Да, мы решили залить пенопластовые плинтусы. И я уже предвижу ваш скепсис относительно этого, и вы в чем-то правы. Но выводы делать еще рано. Нам придется так модернизировать эти плинтусы, что они станут просто золотыми. В прямом и переносном смысле.
Когда я нанес первые золотые листы на рельефную поверхность плинтуса, мама дорогая, результат был просто ужасный. И представив, что мне придется нанести еще 800 листов по этому рельефу, я, мягко говоря, усомнился в прочности своей нервной системы. Дело здесь вот в чем. Во-первых, клей для золочения быстро впитывался в поры и терял свои адгезионные свойства. Но это еще полбеды, потому что основная проблема заключается в том, что штампованный рельеф узора имеет острые внутренние углы. И нанести золотой лист внутрь рельефа, вот сюда, весьма затруднительно. Он, естественно, рвется и попадать в эти углы абсолютно не желает. Тут я подумал, что золочение плинтусов я закончу примерно через год. И весь мой энтузиазм, естественно, мгновенно испарился. И я лихорадочно начал искать выход из положения. И я его нашел. Я просто взял эпоксидную смолу, которая застывает за 8 часов, и покрыл ей плинтусы. Смола обволакивает острые углы и делает их округлыми. И тогда золотой лист ложится просто идеально. Также смола заполняет узкие углубления, в которые в принципе золотой лист никогда попасть не сможет. И естественно, клей не впитывается в поры и сохраняет свои адгезионные свойства. Перед нанесением золотого листа мне даже не пришлось красить плинтусы в золотой или серебряный цвет, чтобы скрыть в дальнейшем недочеты в золочении. Я просто взял и добавил в смолу немного золотистого и серебристого пигмента. После застывания смолы поверхность плинтуса стала гладкой и твердой. Думаю, что такое решение может быть полезно мастерам, которые занимаются золочением больших рельефных окладов для картин или икон. Ведь такой способ можно применить на деревянных поверхностях и, скорее всего, даже на литье. Теперь мой энтузиазм вернулся ко мне, поскольку я понял, что работа ускорится в 5, а то и в 10 раз. Господи ты, боже мой. Ну, наконец-то плинтусы озолотились, и сейчас мы их зальем эпоксидной смолой. Но прежде чем мы их будем заливать, нам необходимо приделать им ноги. Но не в смысле ноги, чтобы они ушли в закат, а в смысле поставить на ноги. Для того, чтобы смола была не только над плинтусом, но и затекала под него, чтобы избежать в дальнейшем возможных расслоений. И для этого мы будем использовать войлочные подпятники для ножек мебели. Ну и самое главное, для того, чтобы не испортить весь проект, нам необходимо плинтусы приклеить к основанию. Иначе после заливки они просто-напросто всплывут, а нам только лишь останется вручить им весла и сказать «Гудбай, мой мальчик, гудбай, мой миленький, мы расстаемся навсегда».
Итак, как же вычислить нужный нам объем смолы? Размер нашей стены 2 метра 80 сантиметров в высоту и 2 метра 5 сантиметров в ширину. Толщина нашей заливки будет примерно 3 сантиметра. Мы переводим все размеры в сантиметры и перемножаем. То есть 280 сантиметров это высота, умножаем на 205 сантиметров это ширина и умножаем на 3 сантиметра это толщина самой заливки. В итоге мы получаем 172 200. Это будет 172 килограмма 200 грамм эпоксидной смолы. Плинтусы, которые мы будем заливать, примерно займут 45% от всего объема. Мы берем от 172 килограмм 200 грамм, отнимаем 45% и получаем 94 килограмма 710 грамм. Это объем, который нам понадобится. Может быть и будет какое-то небольшое отклонение в плюс или минус. Заливать мы это все будем смолой Art-Massive, которая предназначена для различных объемных заливок. У нее есть такое свойство, что из-за медленной реакции смолы и отвердителя ей можно заливать вот такие вот толщины. И она не будет перегреваться и кипеть. И со временем эта смола не желтеет. Она сохраняет такой же цвет, который был у нее изначально. Эпоксидный состав состоит из двух компонентов. Компонент А – это смола, компонент Б – это отвердитель. Пропорции смешивания указаны на упаковке. Вот здесь вот такие этикетки. Так как у нас очень большой объем заливки, мы просто возьмем ведро отвердителя, выльем в ведро со смолой и перемешаем. И перед заливкой еще несколько рекомендаций по работе с Art-Massive. Первое. Смола должна быть обязательно комнатной температуры. Второе. После того, как перемешали в одном ведре, состав переливаем во второе ведро и также перемешиваем, для того, чтобы смешались полностью все ингредиенты. Ну и третье. После того, как вы перемешаете всю смолу, в ней образуется очень большое количество воздушных пузырьков. Я не выливаю сразу всю смолу с пузырями в форму, я переливаю половину смолы во второе ведро, накрываю и жду 20 минут. Через 20 минут все пузырьки выйдут самостоятельно, и вы можете спокойно заливать смолу без пузырей. Каждый раз, когда я собираюсь заливать что-либо эпоксидной смолой, мне кажется, что я предусмотрел абсолютно все нюансы, и все должно пройти идеально. Но смола почему-то со мной не согласна и постоянно преподносит какие-нибудь сюрпризы. Так, друзья, начал я заливать, и у нас случилось непредвиденное обстоятельство. Хотя я, конечно, предполагал, что это может быть случиться. Я решил залить пробный участок вот этот. Поэтому я не стал замешивать всю смолу. Начал заливать, и 5 штук просто всплыли. Хотя они приклеены были на силиконовый герметик. Я умывальник приклеивал к плитке, и когда его снимал, отдиралось вместе с плиткой. То есть оторвать не смог. А здесь, может, он не высох или еще чего, не знаю. Поэтому я уже здесь вычерпал смолу и буду сейчас менять стратегию заливки. Так, вот еще одна всплыла. Вот, видите. Так что я думаю, что и эти тоже всплывут, через какое-то время. Поэтому я их сейчас достану, вычерпаю смолу, и сделаю так, как я задумал. А вы представьте хотя бы на миг, что я замешал весь этот объем смолы и залил. И прихожу через 2 часа, а все плинтусы просто ныряют, как в бассейне. Это было бы полная фиаско, и наш проект спасти было бы просто невозможно. Но так как я в этом деле не новичок, я знал, что смола может выкинуть что-нибудь подобное, и поэтому у меня был запасной план. Вот я сделал вот такую штуку. Сейчас я сюда буду наливать смолу, и этой штукой буду заливать сначала чуть-чуть с краев, чтобы она затекла под плинтус и там застыла. И тогда уже через 4 дня я буду спокойно заливать весь объем. Всегда для приклеивания материала к форме я использовал контактный клей, и никогда проблем со всплытием не было. Но так как контактный клей разъедает пенопласт, в этот раз я решил использовать обычный силикон. Хотя я никогда до этого его не использовал. Сначала мне нужно было потрудиться и провести эксперимент с использованием силикона.
Но мне не хотелось тратить на это время, и я решил рискнуть и чуть не проиграл. Каждый раз, когда для решения каких-либо важных вопросов я выбираю пойти по легкому пути, от каких-то высших сил я получаю просто поддых. И это заставляет меня пересмотреть свои взгляды на жизнь. Друзья, если вы не выключили еще это видео, мы хотим обратиться к вам за поддержкой в виде репостов. Если это не вызовет у вас никакого внутреннего чувства дискомфорта, пожалуйста, поделитесь этим видео в своих социальных сетях. Наш канал ушел с радаров алгоритма YouTube, и, возможно, именно ваш репост станет решающим в поддержке нашего творчества. Заранее благодарим вас за неравнодушие. Ну а сейчас о проделанной работе и планах. 90 килограмм смолы у нас ушло на создание этой стены, которую мы будем монтировать в туалетной комнате. Интересно будет посмотреть, как они подружатся с потолком из нержавеющей стали. Впереди нас ждет горячо нами любимая монотонная работа по полировке каждой детали. Еще нам предстоит выбрать, какую форму краям придать, округлую или острую. Это создаст геометрию света, которую мы бы хотели получить в результате. В следующем видео мы будем примерять уже готовую стену в туалетной комнате. Почему важно выбирать именно то, что нравится тебе? Когда мы выбираем для себя что-то в интерьер, в одежде или мировоззрении, мы спрашиваем себя, чьи мысли мы сейчас слушаем, свои или чужие, а может быть это наши страхи, ограничения в стиле «тебе это не подойдет», «это не сочетается» и тому подобное. Когда мы слушаем свои внутренние желания, а не навязанные шаблоны, мы создаем жизнь по своему собственному сценарию, и это помогает нам реализовывать свой потенциал и делает нас увереннее. Важно помнить, друзья, твой путь уникален, и только ты знаешь, что делает тебя счастливым. Поэтому не отказывайте себе в удовольствии приключения под названием «Ваша жизнь». Подписывайтесь на наш канал, ждем встречи с вами в следующем видео, и, как всегда, огромное спасибо, что вы у нас есть.